Сегодня мы с вами разберемся, как быстро, качественно и легко наточить любые ножи прямо на кухне своими руками. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Мы с вами проводим серию обзоров и тестов заточки ножей для мясорубки, заточки ножей для кухни, заточки ножниц и так далее. Сегодня я заказал специально для обзора вот такой вот новый набор. Давайте вместе с вами его посмотрим. Заказывал я его на Яндекс.Маркете. Ссылочки оставлю все в описании. Многие писали, что теми камнями, которые были у меня, заточить нормально ножи не получится. Я заказал вот такую вот обалденную, грубо говоря, заточную систему. Что у нас здесь имеется? У нас здесь имеется вот такой вот кусочек пасты Гоя. Вот такой вот изумрудный камень. 10-тысячник, да, он такой вот прям мягкий, бархатный, кайфовый. Здесь у нас имеется вот такой вот рубиновый камень 3000-ник, тоже очень мягкий. И вот такой вот белый, тоже матовый камешек 6000-ник. А также вот такой вот кусочек бычьей кожи, на которую мы с вами, соответственно, и будем наносить нашу пасту Гоя. Вот такой вот интересный наборчик. Не так уж и дорого он стоит. По ссылочке в описании переходите, смотрите, потому что называть цену я не буду. Постоянно в комментариях пишут: ё-моё, он стоит дороже, ё-моё, он стоит дешевле. Сколько будет стоить в вашем регионе, без понятия. Яндекс ставит цены в разном регионе разные. Соответственно, мы будем использовать вот такую вот нашу точилочку. Ссылку на нее также оставлю в описании и закрепленном комментарии. Очень удобная в плане установки. Далее устанавливаем держатели для ножа. Вот таким вот образом. По сравнению со всеми остальными системами, которые я видел в продаже, даже за ту же сумму, вот эти точилки, все остальные более хлипкие, более по виду какие-то ненадежные. Здесь прям все металлическое, все хорошо сделано. Такие закаленные прям шестигранные винты. Здесь все обрезинено, то есть вообще никаких вопросов в данной точилке нет. И плюс ко всему в подарок еще идет 3 вот таких вот алмазных камня. Далее устанавливаем направляющую и вставляем саму, так сказать, точильную систему. Перед каждым использованием чуть-чуть вот так вот смазываем. Чуть-чуть смазали, вот так вот пошоркали, чтобы все у нас с вами распространилось по всей длине. И приступим к заточке. Это алмазники, а это вот уже керамические камни. И вот эти, я думаю, будут гораздо лучше. Но для начала мы с вами устанавливаем нож. Стараемся, чтобы вот эта вот режущая кромка была перпендикулярна вот этой вот. Так сказать, обалденный конструктор мужикам дома, кому особо на пенсии заняться нечем. Вот такая вот штука. Можно даже зарабатывать, соседям ножи точить. Приобрели данную штучку и сидите там, кофеек попивая, там чин-чин-чин-чин-чин, подтачиваете ножички соседним хозяйкам. И начнем мы с вами заточку с 240-го камня. Но для начала посмотрите, как работает нож. Нож никоим образом вообще не режет. Посмотрите, все. Вот, он только рвет, и никакого тут реза нет. Также посмотрите на режущую кромку. Вот таким вот образом я могу вам ее показать. С небольшим увеличением. Извините, конечно, руки немножко трясутся. Но тем не менее видно, да, что кромка вся покоцана. Вот здесь прям видно, да, выкрашенный металл. И вот в таком виде у нас сейчас наша режущая кромка. Сейчас мы начинаем проходить камнем 240 алмазным. А угол мы с вами выставляем 15, где-то 16 градусов. Все, и начинаем нашу заточку. Вот таким вот образом по всей кромке ножа. Нож достаточно большой, так что с одного раза, грубо говоря, не получится пройти всю длину. То есть вот так вот, хоп. Все, и продолжаем вот так вот заточку. То есть я точу в основном сначала одну сторону вот так, потом продолжаю точить, грубо говоря, вот так в другую. Либо вот так, хоп, хоп. Делаю сейчас медленно, специально, чтобы было видно. То есть вот таким вот образом.
Все, и данным образом обдираем нашу режущую кромку с одной стороны. И вот такого лезвия мы с вами добились спустя 3 минуты заточки. Это 240 камень, он нам снял фаску, он нам снял угол. Какие резкие царапины, грубо говоря, на режущей кромке, посмотрите. Но, тем не менее, угол теперь везде одинаковый, и это замечательно. А пока я затачиваю эту сторону, вы можете перейти по ссылочке в описании, посмотреть заточную систему, посмотреть, сколько стоят камни. Это не реклама, не пишите мне, что это реклама. Это просто, так сказать, житейский совет. Какую точилку я бы вам порекомендовал купить. В комментариях заточники, профессионалы писали, что нож данным способом наточить невозможно никоим образом. Сегодня мы с вами это опровергнем, дойдя до 10-тысячного, а потом еще отполируем на пасте Гоя. Далее ставим шестисотник и немножечко быстренько прям пробегаем, грубо говоря, 2 секундочки прям немножко сглаживаем, так сказать, царапины от 240-го. Посмотрите на режущую кромку после 600-го камня. Посмотрите, здесь уже таких глубоких царапин нету. Переходим на 1000-й камень. А пока я обрабатываю наш нож тысячником, замочим наши камушки вот эти вот. 6000-й, 3000-й и 10-тысячный. После заточки на 1000-м камне ножи уже довольно острые. Довольно острые, и для обычной хозяйки на кухне в принципе больше и не нужно. Мы пойдем дальше. Мы дойдем до 10 тысяч и до пасты Гоя. И посмотрите, какая разница между 240-м камнем, 600-м и 1000-м. Тысячник просто уже полировал режущую кромку. То есть нож уже спокойно режет бумагу, все хорошо. Для кухонных задач это самое то. Но мы с вами пойдем дальше. 1000-й камень нас не устраивает. Далее мы с вами берем вот этот 3000-ник, он уже пошире гораздо. И точно так же уже вот так вот начинаем точить. Он уже мягкий, уже совершенно нет ощущения того, что нож точится. Сейчас он просто, грубо говоря, полируется. Смотрите. Снимаются прям самые-самые крохи. С какой столкнулся проблемой на данном этапе? То есть сейчас мы перешли на 3000-ник. А это были 240-й, 1000 и 600-й. Суть в чем? Суть в том, что данный камень, да, 3000-ник, выше где-то на 2 миллиметра. Тем самым, получается, нужно либо регулировать вот здесь вот уголок, либо чуть-чуть подольше точить, потому что угол уже на какой-то градус меняется. Видно, что идет угол так, и потом еще вот так. Посмотрите, какая кромка у нас получилась при использовании 3000-го мягенького уже камня. Вот такая вот красота, царапин практически нет. Угол идеальный, посмотрите, угол идеальный, кромка просто красота. Очень хороший, мягкий, мелко зернистый. Очень понравился. По сравнению с камнями, которые мы тестировали до этого, которые я тоже хвалил, эти еще лучше. Эти еще лучше в разы. То есть там был у нас 1000-6-тысячник белый, но по факту 6-тысячником его назвать, наверное, сложно. Максимум на нем было 1500. Соответственно, беру свои слова обратно. Эти камни в разы лучше. Данный камень, 6-тысячник белый, очень мягкий. Пробуем его. Все, с одной стороны 6-тысячником прошел. Еще раз повторюсь. Данные камни в разы лучше, чем предыдущие, которые мы с вами тестировали. Хоть и стоят они чуть-чуть дороже, но камни лучше. Смотрим, что у нас получилось по риске. Посмотрите, какая риска. Риска просто зеркало уже практически. Посмотрите, какая красота. Мне уже видно отражение. Света бликует и так далее. Никаких царапин практически уже не видно. Это эффект работы 6-тысячного камня. Теперь у нас последний, вот этот 10-тысячный изумруд. Посмотрите, какой красивый камень, зеленый. Все, и уже полируем 10-тысячником до просто зеркальной кромки.
Десятитысячник делает буквально бритвенную такую кромочку у поварского ножа. То есть я в отражении кромки уже вижу потолок, свет, лампочку и даже себя. Вот эта кромка после 10-тысячного камня. Посмотрите, она просто отполирована от начала ножа до конца. Посмотрите, какая просто. Я вижу в отражении кромки, режущей себя. Все, 10-тысячником мы с вами прошлись тоже от начала и до конца. Удивительный камень. Я не знаю, как он называется. Кто знает, напишите в комментариях. Просто в зеркало делает кромку ножа. Очень мягкий такой бархатистый камень. Теперь, и соответственно берем в работу вот эту вот бычью кожу. И вот так вот натираем пастой Гоя. Все, наносим вот так вот хорошенечко. Вот столько будет достаточно. Не сильно большой слой. Чуть-чуть вот так вот пальчиком смочили, чтобы не было совсем все здесь сухо. Все, вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Финишным бруском из бычьей кожи делаем заточку исключительно сверху вниз. Не как мы с вами точили камнем вверх-вниз, а только сверху вниз. Слегка придавливая, прям чуть-чуть. Лезвие просто как бритва, выглядит, по крайней мере, точно. Ну вот, дорогие друзья, нож мы с вами заточили. Понятное дело, что он режет все, что угодно, да, то есть как самурайский меч. Допустим, вот так сделаем. Хоть так, хоть как. То есть, ну, это понятно. Что бумагу он будет резать, это понятно. Конечно, мы точили его целый час на разных, на 7 разных брусках. И резать он должен, дай бог. Совершенно понятно, что данным ножом можно бриться. То есть, вот они, волоски отлетают в разные стороны. Вот, все. Полностью, грубо говоря, побрился. Рука уже голая. После 2-3 заточек ножей уже волос на руке не осталось. Соответственно, сым салабым рахата лукум, волосы с бороды. Соответственно, что может данный нож? Соответственно, оп, смотрите. Как вы говорили, должен у нас волос отстреливать. Вот он отстреливает. Кто там говорил, что нужно поснимать отстрелянный волос? Вот, посмотрите. Оп. Мы его можем даже, грубо говоря, практически разрезать вдоль. Вот так вот. Видите? Вот. Мы с вами волос режем пополам. Обалдеть. Смотрите. Еще раз. Мы с вами волос срезаем пополам. То есть вот настолько можно остро наточить ножи дома. Вот он, посмотрите. Я думаю, всем прекрасно видно. И вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Разрезали мы вдоль волос, разрезали бумагу, порезали все, что можно, побрились. И что я хочу сказать в заключение. Данные камни исключительно крутые. Они продаются не только на Яндекс.Маркете, они продаются на Озоне, на Алиэкспресс, они еще дешевле. Но тем не менее ссылочку, где я покупал эти камни с доставкой всего в 3-4 дня, я оставлю в описании. На данную точилку я также оставлю ссылочку в описании, перейдите, посмотрите, возможно, кому-то в подарок, мужчинам закажете, и будет интересный, оригинальный и очень кайфовый подарок. Я вам говорю, как мужик, который кайфует от заточки ножей. Нож у нас получился бритвенной остроты. Такой остроты, конечно же, на кухне не нужно, но, как говорят любители и знатоки своего дела, лежащие на диванах и пишущие нам комментарии, чем острее нож, тем сложнее об него порезаться. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в следующем видео, где мы протестируем, либо заточим еще что-то интересное.